Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу о морских губках. Надеюсь, видео будет полезным, так как информации для себя, когда пытался разобраться с этим вопросом, я нашел очень мало. И только после того, как меня проконсультировали в интернет-магазине АТК, я уже более-менее разобрался, что к чему. И вот после того, как прислали мне образцы, я теперь работаю с этим материалом. Значит, первое вообще, где я узнал об этих губках, это видеообзоры, видеоуроки от компании Kinderfarben, там, где они наносят данными губками краску, кремообразные апритуры. Вот. То есть я увидел эти губки там, и возник вопрос, почему именно используют эти губки, а не синтетические, к примеру, кухонные. Вот. И, естественно, второй вопрос вообще, где их можно приобрести. Значит, сразу скажу, что вот это настоящая натуральная морская губка. То есть выглядят они обычно таким вот образом, есть размерами намного больше, но для того, чтобы наносить краску на изделие, допустим, крема, вот этого размера вполне достаточно, то есть он самый удобный. Вот. Есть еще синтетические морские губки, это по сути, наверное, тот же поролон, то есть они не имеют таких вот свойств. В чем фишка вот этого вот материала? Как мы видим, он изначально вот такой вот жесткий, у него есть такая трубчатая структура, то есть это на удивление морское животное. Функции внутренних органов выполняют у него клетки. И это животное, оно получается усеяно такими мелкими отверстиями, трубочками. То есть у него структура выходит такая трубчатая. Изначально они намного тверже. Если я правильно понял и с видео, то они больше похожи на камень. Потом их как-то обрабатывают и вот приводят в такой вот вид. Из-за своей структуры и определенных свойств вот именно этот материал дает возможность более равномерно и качественно наносить химические средства на поверхность кожи. Значит, какая у меня была проблема и вообще зачем я решил выяснить все по поводу этих губок. Проблема в том, что все кремообразные финиши, которые я покупал от Кенды, от EXI, я наносил синтетическими материалами, крупнозернистыми, мелкозернистыми, и все время у меня получались разводы. Вот. То есть обычная синтетическая губка, она при нанесении быстро как-то сушит этот материал, то есть он при нанесении сразу крема начинают сохнуть, остаются разводы, остаются какие-то неровности. Вот. И, конечно же, это меня не устраивало, то есть после такого нанесения нужны еще дополнительная обработка, и то не всегда она поможет исправить ситуацию. Естественно, хотелось вообще понять, как правильно это все делать и как правильно наносить эти крема, чтобы добиваться хорошего результата. Значит, в магазине АТК меня проконсультировали, прислали мне образец, я в одном из видео уже показывал. Вот. Данную губку можно поделить пополам. Я обычно их разрезаю, потому что этого куска его много. То есть можно одной половиной, к примеру, оставить для нанесения кремообразных финишей. Другой кусочек я могу им окрашивать, к примеру, краской, то есть чтобы более равномерно наносить краску на изделие. Одна еще из таких положительных характеристик и, на мой взгляд, очень весомых у морской губки, это то, что данный материал он не разлагается при воздействии спиртовых
красок, допустим, каких-то химических средств на спиртовой основе. То есть, если мы, допустим, берем поролоновые, к примеру, губки там кухонные, я уверен, с этим все сталкивались, то есть, и набираем краску спиртовую от Кенды, вот, то поролон начинает крошиться, оставляет после себя такие мелкие частицы на изделии, то с этой губкой ничего не происходит. И вот можно заметить, на перчатках остается краска. То есть вот эта губка пролежала, ну, наверное, месяц после того, как я окрашивал изделие, и до сих пор в ней держится краска. То есть она не высохла. Вот. Как материал впитал эту краску, так она там и есть еще, ну, как бы в таком сыром виде. И вот сейчас, хотя это видео не про апритуры, там, не про нанесение, я сейчас покажу просто, как работает эта губка и небольшой секрет, который мне раскрыли консультанты в магазине АТК. И сейчас я все изделия вот именно так финиширую, таким вот образом и работаю с губкой. Вот, допустим, морская губка, которой я работаю уже, ну, наверное, месяц, то есть она многоразового использования, ее можно потом помыть водой, и после высыхания она пригодна как бы к новым использованиям. Вот. Я, значит, этот кусочек закрепил за баночкой с кремом Splendida, вот, и постоянно как бы вот таким комплектом работаю, покрываю свои изделия. Значит, в чем как бы секрет использования этой губки? Изначально она вот такая, как мы видим, жесткая. Вот, и, конечно же, наносить таким образом вот крем как бы смысла нету, потому что, ну, разница между, допустим, синтетикой и вот этой губкой, именно разница результата нанесения, в принципе, отличаться не будет. Я уверен, что в вот таком вот сухом виде и эта губка, она оставит после себя следы, там, разводы и все такое. То есть покрытие будет неравномерным. Значит, что делают перед нанесением и, в общем, что мне подсказали, как правильно использовать эту губку. Нам изначально нужна емкость с водой, и перед нанесением нужно эту губку намочить. После того, как мы намочили губку, вот она пропиталась водой, мы ее отжимаем. И вот в таком влажном состоянии она теперь, она превращается в вот такой вот мягкий материал. И вот в таком вот состоянии теперь мы ее используем уже для нанесения каких-то кремов. Еще хочу сделать такое небольшое замечание. То есть, если, допустим, наносим крема, то можно вот так вот мочить. Если наносим жидкие краски, естественно, как бы смысла макать в воду эту губку нету. Она вся пропитается при нанесении, будет пропитываться краской. Поэтому, когда наносим краски жидкие, там, допустим, или же те же апритуры жидкие, ее мочить не нужно. Вот, насколько я понял, так делают только при работе с кремообразными какими-то апритурами, вот, с кремами. А теперь, собственно, и сам процесс нанесения. Значит, крем — это кремообразный финиш Splendida P20. Я его использую сейчас на всех изделиях, то есть уже не использую никакие апритуры, там жидкие. В общем, пока работает только с этим кремом. Очень он мне понравился. Так вот выглядит. Значит, губка у нас уже влажная, мягкая. Берем немножко. Вот, набираем на губку. Перед нанесением вот, я бы рекомендовал
немножко на какую-то поверхность сделать несколько первых вот таких вот касаний. Вот. И дальше берем и наносим на наш предмет, на нашу поверхность. Рекомендуют вообще наносить вот такими движениями, вот так вот. Я же еще вот так вот делаю, то есть круговыми движениями. Если полоса ременная, допустим, то я наношу круговыми движениями, то есть не тяну через всю полосу. Так, крем вот нанесен, и теперь даем ему высохнуть. Высыхать, ну, я обычно даю минут 15. После высыхания у нас получается равномерный такой матовый эффект. То есть, как мы видим, средство достаточно хорошо впиталось и нету различных разводов, неровностей. То есть все нанеслось ровненько. Ну и как финальный этап я беру катоновую ткань и натираю изделие. После чего у нас появляется небольшой блеск. Но как бы сам материал, сама кожа, она все равно оставляет свою вот эту природную фактуру. Покрытие не выглядит искусственно. Вот. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.